Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Встречая каждый новый день, ты радуйся на всякий случай. Кто знает, что за дребедень навалится за сутки кучей. Вот и на меня навалились кучей лоскутки. Сижу, их перебираю. Из квадратов уже начала шить есенинское одеяло. Ссылку на этот мастер-класс оставлю в описании. А сегодня в работе полоски шириной 6 сантиметров, длиной 31 сантиметр. Длину выкраивала с запасом. Да-да, уже кто-то подумал. Согласна. Тому, кто фигней страдает, некогда дурью мается. Вы ведь видели, что ткани у меня были случайные. Ничего по цветам не подбирала. Это называется утилизация. Какие были, с теми работала. Сегодня шить будем на юнике от Effective. Все полоски разложим на две кучки. Посветлее и потемнее. А теперь складываем попарно полоски, светлую и темную, и сшиваем их вместе по длинной стороне. Здесь главное, чтобы был контраст. Но это я такой дизайн задумала, а у вас может быть своя идея. Смотрите, думайте, со стороны виднее. Хорошая мысля приходит опосля. Все детали прошиваем гирляндой, нитки не обрываем. Экономим нитки и время. Экономика должна быть экономной. На спичках сэкономим, на водке пропьем. После того, как лоскутную гирлянду рассоединили, обязательно проутюживаем все детали. Надо тщательно расправить швы, чтобы ни 1 миллиметр не потерялся. После того, как сшили вместе по 2 полоски, продолжим работу и будем соединять уже 4 полоски. Цвет распределяем равномерно. Темное, светлое, темное, светлое. Все равно у нас все ткани потом перемешаются, и нет необходимости собирать по цвету полосок. Конечно, при работе за швейной машинкой длину стежка делаем маленькой, чтобы строчка была крепкой. В конце и в начале детали обязательно делаем закрепки. Цвет ниток нейтрально-серый. В готовом виде в одном блоке будет 6 полосок. Следите за количеством. Подготовленные блоки надо тщательно проутюжить. Швы заглаживаем на сторону темной ткани. Так получается более прочное соединение, и швы не разойдутся. А теперь самый важный и ответственный этап – выравнивание заготовки. Длину полоски я выкраивала с запасом. Все равно возможны смещения и неровности. Промеряем ширину заготовки. Это у меня 28,5 сантиметров. Мне нужен правильный квадрат. Подравниваем стороны и углы. В длину отмеряем 28,5 сантиметров. И водорастворимым маркером рисуем по ткани линию отреза и отрезаем ножницами. Способов работы с полосками и вариантов раскладки может быть просто огромное количество. Смотрите, вот один из них. Чередуются квадраты с вертикальным и горизонтальным расположением полосок. Очень интересный способ. Имеет место быть. Тем более, что блоки нашиты еще есть. В принципе, можно остановиться уже на этом этапе и соединять, сшивать топ лоскутного одеяла. Но мне хочется еще немного продолжить работу с этим полотном. Пойду подумаю. А вы подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. Заходите почаще. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!